Приветствую тебя, инженер. Я уверен, ты знаешь, что это такое, но я не уверен в том, что ты знаешь, как пользоваться и как это устроено. Запаривай чаек. Сегодня мы изучаем углекислотную систему пожаротушения. Во-первых, нам нужна углекислота, а ее необходимо где-то хранить. Я видел два варианта. Одна большая бочка с сжиженным углекислым газом, но тогда нужна система охлаждения жидкого углекислого газа, чтобы поддерживать в бочке низкое давление, так как прочность бочки ограничена толщиной ее стенки и формой. Делать стенку бочки 20-сантиметровой нерационально. Эта бочка обрастает системами контроля уровня и давления в довесок к системе охлаждения. Сложновато для системы, что должна работать по принципу plug and play. Гораздо проще хранить CO2 в стандартных баллонах. Просто их будет много, несколько сотен. Хранятся эти баллоны в отдельном помещении и периодически проверяются береговыми узкопрофильными специалистами. Помещение, кстати, непрерывно вентилируется на случай утечки. Клапаны всех баллонов соединены в единую раздаточную магистраль. Отсюда мы можем направить газ к любому пожароохраняемому помещению. Для централизации управления клапанами баллонов существует линия пневматического управления. Баллоны могут быть активированы сжатым газом, дистанционно. В пожароохраняемое помещение газ подводится по специальным трубам, а на конце каждой трубы есть простенький такой распылитель. Как этим всем управлять? Есть как минимум два поста управления. Один на станции борьбы с пожаром, второй местный. Как я уже сказал, для управления баллонами с углекислым газом необходим сжатый газ. И такой, кстати, есть в баллоне. Их даже два. В этих двух баллонах может быть сжатый воздух, углекислота или азот. Он используется для инициации системы. Но мы помним, что охраняемых помещений может быть несколько, и для распределения газа есть дистрибьютор, и им тоже можно управлять дистанционно. Сжатый газ из управляющих баллонов поступает к управляющим шкафам. В них находится два клапана. Один открывает клапан в конкретную зону, а второй открывает клапаны на баллонах с углекислым газом. Каждый шкаф управляет только своей группой баллонов с расчетным количеством газа, необходимым для тушения пожара в конкретном помещении. Открыть клапан с управляющими баллонами и открыть клапан на одном из них. Проверить давление. Если меньше, чем требует инструкция на дверце, открыть второй. Выбрать шкаф управления системой для необходимой зоны. Открыть. Открытие этой дверцы инициирует закрытие быстрозапорных клапанов, закрытие вентиляционных захлопок и остановку вентиляторов и насосов, если вы тушите пожар в машине. Затем открыть первый клапан, он откроет клапан в нужную зону на дистрибьюторе. Затем открыть клапан номер 2. Он триггернет группу баллонов, и газ пойдет по трубам делать свое дело. Систему можно запустить вручную, ведь каждый орган дистанционного управления дублируется ручным. Так, например, на дистрибьюторе есть и ручные приводы для открытия клапанов, а на каждом баллоне есть рукоятка для подрыва его клапана. Более объемные системы оснащаются пилотными цилиндрами для упрощения системы. В каждой группе таких систем имеется Pilot Bottle. Если подорвать его, он активирует целую группу. Так уменьшается объем баллонов управления и повышается надежность системы. На дистрибьюторе может быть фланец подключения забортной воды, что дает нам возможность заливать очаг возгорания забортной водой, если углекислый газ кончился, а пожар нет. CO2. Это очень эффективное средство для борьбы с пожаром практически любого типа, но газ этот токсичен, не имеет ни вкуса, ни запаха, а пара хороших вдохов убьет любого человека, независимо от состояния его здоровья. Для обнаружения пожара в трюмах используется система газоанализа. Она протягивает воздух из трюмов и тянет его к газоанализатору. Перед инициацией системы углекислотного пожаротушения нужно клапан забора воздуха из этого трюма закрыть. При инициации системы в машинное отделение вас ждет обесточивание. 30 секунд после открытия шкафа управления пройдут в полумраке при свете ламп накаливания, работающих от батарей, пока не запустится аварийный дизель-генератор. Так,
Если нравится такая тема, пожары и борьба с ними, пишите в комментариях, будем дальше развивать эту тему. Пока.